Итак, 6 глава Матфея также продолжает эту тему праведности, той праведности, которая угодна Богу, которая засчитывается перед Богом. Это большая праведность, о которой говорится в большей части стихов этой Нагорной проповеди. Это праведность, которая включает не только внешние проявления, не только внешние поступки, а то, что мы думаем в это время, какое у нас сердце, какие у нас желания, какие у нас намерения. И Бог оценивает праведность нашу. И Он знает, что мы делаем и почему мы это делаем. И Бог засчитывает праведность тогда, когда вот есть эта гармония между мыслями и действиями. Когда не только то, что видит глаз человеческий, праведно, а то, что видит глаз Божий, праведно. 6 глава Матфея. Глава, которая призывает нас иметь праведность, вот первая половина этой главы, праведность непоказную, не только ту, которую заметна людям, а праведность от сердца. И в этой главе, в этой первой части главы, говорится о таких вот 3 основных проявлениях благочестивой жизни, которые были в те времена. Вот религиозность или богобоязненность человека, его благочестие во времена Христа измерялось, может быть, 3 такими основными показателями для людей. Это как он дает милостыню, насколько он милостив. Это его молитвенная жизнь, молится ли он, как он молится. И есть еще такой 3 измеритель, который, может быть, сегодня где-то в нашем понимании благочестия не так важен, но он всегда был важен и есть важен сейчас. Это пост человека. Милостыня, молитва и пост. Как правильно давать, чтобы это было правильно перед Богом или делать? 6 глава, читаю первые 4 стиха. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Человека, который делает милостыню на показ, Христос называет лицемер. Это слово также можно перевести как притворщик, тот, кто притворяется. В чем он притворяется? Делает вид? Он делает вид человека такого очень милостивого, когда на самом деле не таков. Почему не такого? Потому что милостыня – это когда ты из любви к Богу любишь ближнего. Ты видишь его нужду, и ты откликаешься ему помочь. Это милостыня. Но когда человек делал милостыню и делал ее, прежде всего, только на показ, он решил, может, дам милостыню кому-то. Но если он видел человека, которого где-то в незаметном месте, что никого нет зрителей, он проходил себе мимо. И искал те места, где людей побольше, и там давал это. То целью, почему он это делал, это была не любовь к человеку, которую он заметил, а любовь к себе. Он хотел, чтобы его заметили, о нем хорошо говорили, его похвалили, его прославили. Уже совсем другой мотив. Не любовь к ближнему, а эгоизм. И Господь говорит, да,
такой человек получает какое-то, ну, как бы, это слово награда, какую-то зарплату за свою работу. Его люди похвалили, заметили, он имеет какую-то репутацию, но не больше. На этом вся его награда заканчивается. Я не оцениваю эту милостыню как за милостыню. Она не будет засчитана на небесах, и не будет за нее награды. Господь оценивает, еще раз, почему мы делаем то, что мы делаем. И если мы ищем похвалы от людей, то это разрушает то доброе, что мы сделали. И Иисус делает указания, как делать милость. Чтобы у тебя не было соблазна искать похвалы, делай ее незаметно, как можно незаметно. Настолько незаметно, ну, это как бы образный язык, чтобы вот, левая рука не знала, что делает правая. Ну, правая, обычно наша рабочая рука, правой ты даешь, а левая пусть не знает. То есть даже сам ты стараешься сделать это настолько незаметным, чтобы поскорее забыть. Когда Иисус говорил эти слова, вы понимаете, что в то время не было в языке слова «селфи». Не было селфи-палки, да, чтобы сделать, не было фронтальных камер, как называется, которые сам себя видишь, фотографируешь. Настолько же это актуально сегодня. Не только в том, что человек что делает хорошее, себя хочет сфотографировать. Как часто даже мы слышим о каком-то роде милосердия или милостыни, как часто оно делается на камере или на показ. Чтобы просто об этом где-то записали или в газете, или в новостях, и вот увидели, что человек делает добро. Это не то милосердие, которое делается ради Господа, а ради самого себя. И сказано, что но когда мы это делаем и делаем ради Бога, даже никто не видит, только Бог знает, то это есть настоящее милосердие. Конечно, могут быть моменты, что ты не сможешь делать его незаметно, но цель, ты это делаешь ради Бога. Когда мы делаем ради Бога, Бог это засчитывает. И Отец, видящий тайны, видит то, что никто не видит. Но Он воздаст явно. Явно, так что все увидят. Иисус говорит о том, что будет время, когда все мы будем стоять перед Божьим судом. И вот праведники, те, которых будет Бог награждать также. И Бог будет оценивать на жизнь праведного человека, чтобы ее наградить. И тогда откроется и жизнь наша, и наши намерения, почему мы делали то, что мы делали. И вот за то, что сделано было достойно и с правильными намерениями, Бог даст награду перед всеми. Весь мир узнает. Весь мир узнает, что мы делали и как мы это делали. Бог, дождись этого момента. Делай это ради Господа. Второе проявление, еще раз, такое, благочестивого человека, по-настоящему ищущего Бога, это будет его жизнь в общении с Богом, молитва. И снова молитву можно так делать, что она будет Богом не засчитана за молитву, если она будет сделана на показ. Стих 5 и 6. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улицах, то есть на перекрестках, где больше людей, останавливаясь молиться, чтобы показать пред людьми». Чтобы показать свою молитву перед людьми, да? «Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Вот почему молитва на показ тоже не будет Богом оценена и засчитана или вознаграждена? Тоже какая цель молитвы? Ну, цель молитвы – мы хотим Бога прославить, мы хотим Ему поклониться. А если человек это делает на показ, кого он хочет прославить? Да не Бога, а себя прославить. Цель молитвы – это поговорить с Богом. Поговорить с Богом.
А когда ты делаешь на показ, ты хочешь, чтобы о тебе поговорили другие. Это не то, что Бог ожидает. Это не то, что Бог засчитает. Поэтому Господь говорит, сделай это как можно в тайне. Зайти в комнату, чтобы тебя никто не видел. Но во времена Христа жилье человека было очень скромное у многих людей, намного скромнее, чем мы живем. И как таковых комнат в доме человека не было. То есть была одна комната общая, где все жили. Зачастую была в этом домике небольшая кладовка. Вот была комната, где все жили, и была небольшая кладовка, вот, которая закрывалась, как у нас наподобие дверью. И это слово «комната», которое здесь говорит Христос, оно также может перевести как «кладовка». Зайди в кладовку, где тебя никто не увидит, закрой дверь, и в этом таком потаенном месте, где тебя, кажется, никто не видит, но Бог видит, помолись. И Бог, видящий тайное, вот видит то, что никто не видит, видит, что ты ищешь Его и поклоняешься Ему, ты желаешь Его славить, ты любишь Господа, ты желаешь с Ним поговорить, ты Ему доверяешься. И Бог засчитает твою молитву, Он примет твою молитву. То есть невозможно объединить, еще раз, наше прославление, нашу репутацию, которую мы хотим заработать, и желание помолиться. Знаете, мы же не можем, вот у нас есть два глаза, два глаза, но мы не можем ими смотреть, я думаю, что если у нас здоровые глаза, то не можем смотреть одновременно в разные стороны. Может быть, у кого-то такое в мире есть, но это же патология. То есть мы не можем, например, смотреть одним глазом на небо, потому что мы с Богом разговариваем, а другим глазом зырить по сторонам. А кто меня смотрит? Мы не можем. То же самое, невозможно молиться и делать это на показ. Конечно же, мы приходим и в собрание, это общая молитва, и мы также молимся. Это не означает, что не может быть общей молитвы в собрании. Может быть, но цель должна быть именно такая. Господи, я хочу с Тобой поговорить. Я не хочу понравиться людям, я хочу с Тобой поговорить вместе с моими братьями и сестрами. Продолжая в молитве, Иисус говорит дальше еще одна опасность, которая может быть. Вот это у фарисеев, у религиозных людей, иудеев была вот опасность на показ делать. А у язычников была другая опасность, как неправильно они молились. Стиха 7. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что они в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения». Язычники – это люди, которые не знали настоящего Бога, истинного Бога, которые выдумывали себе божков, и у них тоже были молитвы, они этих божков что-то просили, но так как это божки такие мертвые, не настоящие, то им казалось, что вот если чем они больше будут этому божку говорить, как бы утомят его, то он, этот божок, может больше помочь. Помните, в истории Израиля была такая история, когда Илья вызвал как бы на дуэль духовную пророков Ваала, чтобы народ увидел, чей Бог настоящий, чей Бог слышит молитвы. Какой настоящий Бог? И он сказал пророкам Ваалам: давай сделаем конкурс. Вот вы поставите жертвенник, и я сделаю жертвенник. Но договоримся так, мы не будем эту жертву сами поджигать, а попросим у Бога, вы у своего, я у своего, и чей Бог даст огонь, тот Бог. Говорит: пожалуйста, я уступаю вам место, вы можете как бы первым доказать. И в этой истории 450 пророков Ваала, написано, с утра почти до вечера взывали: Ваали, Ваали, услышь нас, там кричали, там бесновались. А Илья только ходил и подшучивал.
Ну, может быть, вам нужно громче кричать. Может быть, ваш вал уснул, нужно его разбудить. А может быть, он занят другими делами, нужно кричать, чтобы он на вас обратил внимание. Пожалуйста, пожалуйста. Они кричат, никакого нету дела. С утра, сказано, почти до вечерней жертвы, когда уже нужно было делать жертву вечернюю. Он говорит, ну, давайте я обращусь к своему Богу. И написано, как Илья помолился. Эта молитва, которая записана Ильи, она занимает меньше 30 секунд. Он помолился, Господи, услышь, покажи, что ты Бог. И на его молитву Бог отвечает с неба огонь, принимающий эту жертву. И Бог говорит, что вы не будьте как язычники, которые думают, что вот Богу нужно уговаривать, упрашивать. Они даже так, с одной стороны, в молитве своей хотели как бы Богу придобриться, очень своего божка хвалили, там какой он хороший, их божок, разные там имена ему придумывали, прославляя его, а с другой стороны, этому божку не рассказывали, какие они хорошие, что этот божок должен им помочь, вот, сколько они этому божку сделали там, или пожертвовали, поэтому ты уж взглянись, ты не имеешь права нас не выслушать. Бог говорит, когда ты молишься, ты же кому молишься? Ты молишься Отцу, живому Богу, который создал тебя, который все знает, прежде твоего прошения. Ты не думаешь, что он что-то не знает, что ты должен ему сначала рассказать всю историю, все причины, кто, где, как тебя оскорбил, и как нужно Богу быть справедливым. Бог все знает. Ты просто скажи, доверь ему свою ситуацию, свое сердце. И дальше Иисус в пример вот такой вот молитве, которая доверяет Отцу, как образец дает молитву, которую мы называем «Отче наш». Да? Стиха 9. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах». А вы же молитесь, сразу же скажите, Боже, Ты мой Отец, Ты Отец всего мира, Вселенной, Ты на небесах. И в этой молитве идут три прошения, которые ставят Бога на первое место. Не наши нужды, а Бога на первое место. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Твое имя, Твое царство, Твоя воля. Не мое, Господи, не я здесь первый. Ты главный в моей жизни, и я думаю о Твоем. Я думаю о том, чтобы Твое имя, Господи, Ты был почитаем. Тебе поклонялись, Тебя светили. Не мое имя. Я думаю не за свое имя, чтобы, Господи, помолиться, чтобы мое имя упоминали. О, как он хорошо помолился. Чтобы Твое имя славилось. Я думаю не о своей воле, не о своих планах, чтобы добиться своего, Господи. А я хочу, чтобы Твоя воля во всем исполнялась. И я знаю, что это будет, и я прошу, чтобы это наступило, Твое царство, вечное царство, когда все Тебе будут подчиняться. А сейчас помоги мне подчиняться Тебе. Пусть будет Тебе слава и Твоя воля. Начинается с Божьего, и следующие три просьбы уже поочередно называются нужды наши. Они идут на втором месте, но тем не менее они также есть. И очень просто. Первая нужда. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Господи, мои земные нужды покрой на сегодня. Это напоминает, вот помните, как Бог давал евреям манну ежедневно. Вот, Господи, на этот день, я доверяюсь Тебе на этот день. Вот позаботься обо мне. Вторая нужда, вторая наша просьба, в чем мы нуждаемся. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Господи, я прошу, чтобы Ты меня простил, потому что там, где я был неправ. И это моя просьба, прости, как и я прощаю, как и мы прощаем. И дальше, кстати, после этой молитвы Иисус еще добавляет, насколько это важно, наше прощение. Стих 14-15. «Ибо если вы не будете прощать людям согрешения их, то простит
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Оказывается, молитва «Отче наш», Иисус напоминает, что Он нам прощает, но если Он нам прощает, то и мы прощаем другим. Мы ценим Его прощение, и мы будем прощать. А если мы с своей стороны не прощаем тому, кто нас обидел, обидчику, то мы недостойны Божьего прощения. Я думаю, что это очень, наверное, самая такая популярная молитва в нашей культуре, в славянской культуре. Многие люди молятся, но насколько эта молитва по-настоящему есть молитва? То есть понимают ли люди, о чем молятся? Как много тех, кто молится «Отче наш», но имеют в своей жизни кого-то, кого они не простили. То что они просят у Бога? Господи, прости меня, как я прощаю. Или другими словами, если я не простил, Господи, не прости меня, как и я не прощаю. Ну и третья просьба, если Бог меня простил, что я буду хотеть еще дальше, и не веди нас, стих 13, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Я не только прошу, Господи, чтобы Ты меня простил за прошлое, а я прошу, чтобы в будущем Ты дал мне жизнь святой жизни, победной жизни. Поэтому дай мне, Господи, чтобы не было искушений, которые бы я не мог преодолеть. Защити меня от такого. Дай, чтобы в будущем я был Тебе послушным. Ну и вот заключение, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Такая вот простая молитва. Вот как молиться. Знаете, сколько эта молитва занимает времени, если ее читать? Ну, я прочитал с интонацией ее, засек время, меньше 30 секунд. Не уподобляйтесь язычникам, которые думают в многословии. Чем больше не скажут Богу, тем даже, ну, знаете, и в нашей культуре есть и молитвенники, и там в православной культуре, и там есть даже написано, сколько раз какую молитву нужно говорить, да, какая очередность. Да, вот эту фразу скажи 40 раз, а эту меньше. А сколько раз скажи «Отче наш». Так вот, это где-то вот напоминает такое вот бездумное, даже безмысленное, когда человек даже не понимает, о чем он молится, просто повторяет, как попугай выучит какую-то фразу, он просто ее как бы копирует и издает такие же звуки. Вспоминаю Анатолия Ивановича, когда он говорит, что в свое детство эту молитву тоже ее учили, и он думал, что «Отче наш» – это одно слово такое. Вот как это учили старославянский «Отче наш, же еси на небеси». И вот просто были какие-то фразы, о чем они, ну, нужно было их выучить, чтобы скопировать. И вот это имитация. Скажи еще много раз. Молитесь так, чтобы с Богом разговаривать, доверяя Ему свое. И последнее, третье, что должно быть делаться не на показ, как наше проявление нашей благочестивой жизни, касается поста. Стиха 16 по 18. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову свою, то есть расчесайся, умойся, как обычно, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Пост. В переводе на английском языке пост, в английской Библии это слово fast. От него и произошло английское слово breakfast. Думаю, все, кто учил английский, знают, что такое breakfast. В школе был такой предмет – завтрак.
И, кстати, это слово breakfast показывает значение, потому что в нашей культуре оно потерялось, что пост – это полный отказ от еды. Отказ от еды. Это не диета, вот это кушай, это не пост. Евангелие пост – это отказ от еды. И слово breakfast отсюда именно взято. Вот. Подразумевается, что у тебя был большой период, вот, целую ночь ты не кушал ничего, у тебя был фаст, а теперь нужно этот фаст, как бы, буквально брак, ну, если сломать или прекратить. Вот, как бы, прекрати свой, вот breakfast – это прекрати свой пост. Возьми, покушай. Но из-за того, что пост – это евангельский пост, о котором говорится в Евангелии и в Старом Завете, это было какое-то время, когда человек не кушал, то это ослабляло человека. Ну, вот, если мы вообще не кушаем какое-то время, там, день, то сразу же чувствуем, насколько мы становимся слабенькими, вот, насколько мы такие зависимые. И даже цель поста была основная цель именно в этом, сделать нас или дать нам ощущение, насколько мы слабые, чтобы мы смирились перед Богом и ощущали свою зависимость от Него. Вот почему часто вот идет молитва и пост, когда, как бы говорят, пост усиливает молитву, то есть мы еще больше ощущаем свою слабость, Господи, зависимость во всем, даже в земной жизни, что вот не покушал, и ты уже такой вот немощный и слабенький. Как бы оно помогает нам занять правильное положение. Вот почему пост часто объявляется, когда где-то какая-то вот, трудность, беда или национальная беда, угрожает война, да, и вот мы недавно тоже просили быть в посте, чтобы мы ощущали, Господи, мы полностью от Тебя зависим. Ты делай над нами то, что Ты желаешь, и мы просим нас, доверяемся Тебе. Итак, пост способствовал нашему смирению. Но что делали лицемеры? Они делали так, что пост способствовал не ихнему смирению, а ихнему прославлению, самовозвышению. Они старались сделать это так, чтобы все узнали, что он постится. Поэтому осознанно, преднамеренно в этот день, когда постились, не причесывал, не умывался, чтобы быть таким вот унылым. Что ж такое унылый? Что это такое? Я в посте. Такой ты духовный. Вот какая цель была. Это же, говорит, абсолютно не то, что Бог задумал, для чего это сделано. И ты думаешь, за это получить у Господа награду не дождешься. Вся твоя награда – это то, что кто-то восхищается якобы твоей духовностью, но эта награда будет очень кратковременна. Когда Бог покажет свои намерения, и это все будет как пших. Все исчезнет. Итак, если Господь говорит о том, как правильно поститься, о чем Он говорит? О том, что Он желает, чтобы мы постились однозначно. И признаюсь, еще раз, где-то в нашей всеобщей евангельской культуре, это как бы где-то как в мировой церкви, если взять евангельские настроения, то где-то эта как бы духовная дисциплина пренебрегается. Ну, как бы считается, что где-то мы уже такие все в духе ходим, какие-то земные вещи для нас не так важны, кушаешь, не так важно. Вот, главное, что ты имел какие-то духовные упражнения с Господом, служение. Иисус говорит, как правильно поститься, ожидая, что мы, Его ученики, будем это делать независимо от того, объявила церковь пост или не объявила. Это мое желание, которое я буду делать тайно ради Господа, смиряясь перед Ним, ища Его лица. И все это призывается Господом, чтобы мы делали ради Него, для Него. 18 стихов описывают эту речь Христа, которую я прочитал, и в них, в этих 18 стихах, 10 раз Иисус обращается: «Отец твой, Отец наш, Отец». То есть показывая, что Он должен быть главным.
Тогда лицемерие придет, да, тогда не будет этой наигранности. Жизнь свою мы должны делать для Него и перед Ним, в смысле о Нем, чтобы в своей жизни быть такими, чтобы Он заметил нас, чтобы иметь удовлетворенность, знаете, удовлетворенность сердца, когда мы что-то сделали и знаем, что только Бог один знает, а мы этим удовлетворены. Чтобы не было так, жаль, никого не было, я так хорошо поступил, никто не заметил. Вот, чтобы не было такого. Я доволен, потому что Бог знает. И Он мой единственный и главный зритель, ради которого это делаю. Так мы сегодня собрались также, чтобы помолиться. Общей молитвы, вслух, но с сердцем, которое направлено к Господу. Аминь.